Приветствую вас на канале Beyond Bread Wish. Сегодня готовим киш, изысканный пирог с богатой историей, который идеально подойдет как для завтрака, так и для ужина. Перед началом убедимся, что у нас есть все необходимые ингредиенты. Нам понадобится брокколи, примерно 400 граммов, шампиньоны, тоже 400 граммов, 2 спелых помидора. Также нам потребуется лук-порей, чтобы добавить блюду сладковатый оттенок, сыр, сливочное масло и мука 400 граммов, которая станет основой. Не забудем про соль и перец. А еще немного холодной воды и 250 мл сливок для заливки. Все эти продукты вместе создадут потрясающий вкус нашего блюда. Начнем с теста. Готовим рабочую поверхность. Просеиваем муку, добавляем щепотку соли. Это важно для текстуры теста. Втираем размягченное масло в муку, чтобы добиться песочной структуры. Этот шаг – ключ к идеальному тесту для киша. Замешиваем тесто руками, аккуратно объединяя масло и муку. Совет: не работайте с тестом слишком долго, чтобы оно оставалось рассыпчатым. История киша уходит корнями во Францию, в регион Лотарингия. Там это блюдо изначально было придумано как простой пирог, приготовленный из остатков продуктов – яиц, молока и муки. Вот так у нас получается рассыпчатая масса. Оно должно легко собираться в шар, но при этом не липнуть к рукам. Подготовим его для дальнейших шагов. Теперь добавляем в тесто немного холодной воды, маленькими порциями. Это позволит лучше контролировать консистенцию, чтобы тесто не стало слишком влажным. Вода постепенно вбирается в тесто. На этом этапе важно быть внимательным. Тесто должно быть достаточно эластичным, чтобы его легко можно было раскатать. Замешивая тесто, давайте поговорим о любопытных фактах. В XVI веке киш готовили преимущественно крестьяне, используя его как способ сохранить продукты на несколько дней. Позже блюдо получило популярность в городах и вошло в меню аристократии. Сегодня существует множество вариаций киша, но основа всегда остается прежней – хрупкое тесто и насыщенная начинка. Когда тесто будет готово, заворачиваем его в пленку и отправляем охлаждаться в холодильник на 30 минут. Этот шаг делает его более удобным для работы. Пока тесто охлаждается, займемся начинкой. Сначала отправляем вариться брокколи на пару минут. Пока брокколи варится, приступим к подготовке лука-порея. Его нужно тщательно промыть, так как в зеленых слоях часто скапливается песок. Маленький совет: разрежьте стебель вдоль, чтобы проще удалить загрязнение. После этого нарежьте его на тонкие колечки. Они придадут начинке нежный аромат. Готовый порей складываем в стеклянную посуду. Она удобна для смешивания, а также для хранения ингредиентов, если вы готовите блюдо заранее. Теперь займемся шампиньонами. Нарежьте их на небольшие кусочки. Это важно, чтобы они равномерно приготовились. Интересный факт: грибы – это не только вкусный ингредиент, но и источник важных микроэлементов, таких как селен. К тому же они отлично сочетаются с мягкими сливками и сыром, создавая гармоничное сочетание вкусов в кише. Переходим к обжарке. Наливаем немного масла на сковороду, разогреваем ее и приступаем к работе с луком-пореем. Обжариваем порей до мягкости, помешивая, чтобы он не подгорел. Это придаст блюду сладковатый, карамелизированный вкус и подчеркнет аромат грибов. Пока порей готовится, давайте вспомним еще одну деталь о кише. Этот пирог стал популярным благодаря своей универсальности. Вы можете добавлять любые овощи, которые найдете в холодильнике. Например, в Лотарингии изначально добавляли бекон и сыр грюйер, но вегетарианские варианты тоже быстро набрали популярность. Важно не забывать о балансе вкусов.
Слегка сладкий лук, насыщенные грибы и нежное брокколи идеально сочетаются друг с другом. Теперь на сковороду отправляются нарезанные шампиньоны. Обжариваем их на среднем огне до золотистого цвета. Маленький совет: чтобы грибы не выделяли слишком много влаги, не добавляйте сразу соль. Лучше посолить уже в самом конце. Пока они готовятся, наслаждайтесь приятным ароматом. Это один из тех моментов, когда понимаешь, что будет действительно вкусно. Сваренные брокколи выкладываем на тарелку и, если нужно, измельчаем их немного сильнее. Это важно, чтобы текстура начинки была более однородной. Перекладываем брокколи в отдельную посуду, готовя их к смешиванию с грибами. В вареную брокколи и грибы добавляем соль и перец. Это подчеркнет их вкус. Также можно добавить щепотку мускатного ореха для тонкого аромата. Снова все тщательно перемешиваем. Начинка должна быть равномерно распределенной, чтобы каждый кусочек киша был одинаково вкусным. Добавлю перец. Добавлю соль. Перемешиваю еще раз. Теперь натираем сыр, отрезаем нужное количество, а затем трем на крупной терке. Маленький совет: используйте смесь сыров, например, твердый сыр для текстуры и мягкий для кремового вкуса. А знаете ли вы, что сыр – это один из древнейших кулинарных продуктов? Еще в античности люди делали сыры, которые по вкусу были похожи на современные сорта, такие как чеддер или гауда. Так что, добавляя сыр в наше блюдо, мы сохраняем традиции, которые насчитывают тысячи лет. Начинаем перемешивать все компоненты нашей начинки. Брокколи, грибы, обжаренный лук-порей и натертый сыр соединяются, чтобы создать невероятно аппетитное и ароматное сочетание вкусов. Начинка практически готова. Приступим к раскатке теста. Достаем наше охлажденное тесто из холодильника. Оно стало более плотным и удобным для работы. Раскатываем его в круглый пласт толщиной примерно 3-4 мм. Маленький совет: используйте пергаментную бумагу, чтобы тесто не прилипало к рабочей поверхности или скалке. Если тесто слишком тянется или рвется, подсыпьте немного муки. Раскатанный пласт аккуратно накручиваем на скалку, это облегчит его перенос в форму. Затем разворачиваем его над формой и равномерно распределяем, прижимая к дну и бортикам. Если где-то тесто порвалось, ничего страшного, просто залепите эти места остатками теста. Теперь формируем бортики. Они должны быть достаточно высокими, чтобы удерживать начинку и сливки. При необходимости аккуратно обрежьте лишнее тесто по краям. Основу для киша отправляем в холодильник, пока мы завершаем подготовку начинки. Теперь выкладываем начинку на основу из тьеста. Брокколи, грибы, лук-порей и натертый сыр раскладываем слоями, чтобы каждый элемент оказался на своем месте. Маленький совет: старайтесь не переполнять киш, чтобы сливки равномерно пропитали начинку. Интересный факт: оригинальный французский киш, известный как киш Лорен, традиционно готовится с беконом и сыром, но наш вегетарианский вариант не уступает по вкусу. Для дополнительного вкуса и яркости добавим пару ломтиков спелых помидоров. Они не только украсят блюдо, но и добавят легкую кислинку, которая сбалансирует сливочный вкус начинки. Теперь самое важное.
Заливаем в начинку 250 мл сливок. Это сделает киш сочным, а текстуру начинки мажане нежной и кремовой. Распределяем сливки равномерно по всей форме. Последний штрих. Посыпаем сверху оставшимся натертым сыром. Во время выпекания он расплавится и образует золотистую корочку. Маленький совет. Для более насыщенного вкуса добавьте в сыр немного тертого пармезана. Ставим киш в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекаем примерно 45 минут. Аромат, который заполнит кухню, точно заставит всех предвкушать это блюдо. Через 45 минут киш будет готов. После выпекания даем кишу немного остыть, чтобы он лучше держал форму при подаче. Это важный шаг, который часто упускают, но он значительно улучшает текстуру блюда. Вот так наш киш выглядит в разрезе. Слои начинки и хрустящее тесто идеально гармонируют друг с другом. Наслаждайтесь! Если вам понравился наш рецепт и вы хотите узнать еще больше интересных идей для приготовления вкусных блюд, не забудьте подписаться на наш канал Beyond Bread Wish.